Советую досмотреть вам это видео до конца, и вы узнаете, как прожить на 1000 рублей в неделю. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Иван Кузьминов, и я сыроед со стажем уже более 6 лет. Сегодня я хочу вам рассказать, сколько стоит быть сыроедом, веганом. Так ли дорого мне это питание обходится? Этот вопрос часто задается, и почему-то ходят упорные слухи, что сыроедение чуть ли не в разы дороже стандартного рациона питания. Деньги есть. На мой взгляд, это несправедливо. По сравнению с тем, как я питался ранее, нынешнее питание выходит мне в разы дешевле, при том, что я ем практически все, что хочу, и в тех количествах, в которых хочу. Конечно, не буду утверждать, что у всех выходят одинаковые цифры. Тут сказывается и конкретный рацион, и магазины, где вы закупаетесь, и даже город или страна, в которой вы, разумеется, проживаете. Еще влияет сезонный фактор. Так, зимой фрукты и овощи стабильно дороже, чем летом. Ну, об этом все знают, как бы это ни для кого не секрет. Кстати, насчет сезонности. Естественно, она очень сказывается на дневном рационе. Например, летом я в основном ем арбузы, дыни и ягоды, а сейчас вот активно налегаю на гранаты, хурму, виноград. Думаю, не стоит объяснять, что брать эти фрукты и овощи в сезонах сбора – это и дешевле, и полезнее. Теперь же поговорим о ценах на дневной рацион. Чтобы картина была максимально объективной, я решил открыть страничку одного крупного российского онлайн-супермаркета, который называется ОК. Это просто для образца, это не реклама. Просто это то, что мне выдалось первое в поисковике. Он осуществляет доставку продуктов на дом, как и многие онлайн-магазины. Вот. Все цены действительно на ноябрь 2018 года. Соответственно, и для расчетов я возьму свой обычный ноябрьский рацион, так как я сейчас и питаюсь. Итак, обычно я просыпаюсь в районе 8 утра, выпиваю простой воды, глотаю зубчик чеснока, как я рассказывал в прошлом видео, и завтракаю 2-3 бананчиками. По весу это примерно выходит 700 грамм где-то. Посмотрим, сколько они стоят в нашем магазине. Итак, ценник не самый дешевый, практически 70 рублей за килограмм. На самом деле в своем привычном месте я беру гораздо дешевле, это примерно 33 рубля за килограмм. Итого, примерно 50 рублей за 700 грамм бананов, это вот цена будет для вас в этом магазине. Далее, примерно в 11-12 часов у меня небольшой перекус. В это время я могу съесть яблоко, хурму, грушу, банан или виноград. И точно такой же перекус у меня уже около 14 часов. Итого, за 2 перекуса я съедаю не более 600 грамм фруктов. Смотрим цены в магазине. Яблоки выходят в районе 60 рублей за килограмм, хурма выходит 100 рублей, а груша 130 рублей, виноград 123 рубля. Предположим, в этот раз я решил пообедать яблоками и грушами. Итого 20 рублей на яблоки и 45 рублей груши. Вечером около 17-18 часов я обычно ем салат. Как правило, это смесь огурцов, помидоров, зелени, авокадо, сельдерея и прочего, я это все варьирую. Например, огурцы в данном магазине стоят 57 рублей, помидоры 91 рубль за килограмм. Зелень тоже недорогая, 70 рублей за пучки укропа и петрушки, которых мне в принципе хватит на пару таких салатов. В моем секретном месте огурцы стоят 33 рубля за килограмм, помидоры стоят также 33 рубля за килограмм. А огромный пучок петрушки, укропа, кинзы и базилика, вот все вместе сразу обходится мне в 50 рублей. Обычно это не последний прием пищи. Также под вечер я люблю перекусить, либо парочку гранатов могу съесть, либо хурму, или опять же гроздь винограда. Итого, судя по прайсу магазина онлайн, за вечер выходит примерно 150 рублей. Если сложить все суммы за день и подсчитать в этом магазине, мое питание за весь день обходится примерно 265-300 рублей в день. То есть это 7950-9000 рублей за месяц на еду. По-моему, очень даже неплохо, учитывая, что в еде я себя не ограничиваю, получая все нужные витамины, да и магазин выбрал не самый дешевый. Также добавлю, что в том месте, где я обычно закупаюсь, продукты выходят мне еще дешевле. Наверняка, перейдя на сыроедение, вы также найдете свои места рядом с домом.
А уж об экономии времени на готовку и говорить не стоит. Считайте, у вас будут только одни плюсы. Ну и так, друзья, все цифры подсчитаны, скриншоты из магазина показаны. Будем считать миф о дороговизне питания сыроедов развеянным. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но секундочку. Теперь, как я и обещал, бонус для вас, мои дорогие друзья и подписчики. Смотрите, в любом городе есть овощные базы. На этих базах затариваются все, без исключения, магазины города. Открою вам секрет, что и в Дикс, и в Пятерочке, Азбуке Вкуса или в Магните все продукты одни и те же. Они едут с одной овощной базы вашего города. А дальше идет уже чистый маркетинг. Магазины делают наценку от 100% и больше. Это зависит уже от наглости хозяев и от ценового сегмента магазина. То есть премиум сегмент, эконом и так далее. Так что не думайте, что в Дикси продукты хуже, чем во Вкусвилле или в палатках возле метро. Везде одно и то же практически. Итак, про другие города я не знаю, но в Москве одна из самых крупных овощных баз считается Food City. Там вы можете приобрести продукты коробками на 1-2 недели сразу по оптовым ценам. Реально ниже в 2, а то и в 3 раза, чем в стандартном магазине. Только ехать придется километров 20 от вашего места, где вы живете в Москве. А мое секретное место – это Преображенский рынок. Да ладно! Дело в том, что я много лет прожил на станции метро Преображенская площадь, это красная ветка. Рынок был от меня всего, где-то в 5 минутах ходьбы. И он мне очень нравился, потому что он находился под открытым небом и, знаете, сохранил всю романтику старого времени, вот того 90-х, может быть. Такими раньше вот все рынки были, из детства помню. Продавцы кричат, зазывают вас, дают попробовать свою продукцию. То есть это место, оно какое-то живое, оно по-настоящему, вы знаете, как-то дышит. И вот на этом рынке есть женщина по имени Вера. Она стоит и в минус 30 морозы зимой, и в плюс 30 летом. И вот она мне продает все продукты, без разницы какие, по 100 рублей за 3 килограмма. У нас такая вот своя получилась акция, то есть 3 на 100. Я покупаю яблоки, огурцы, томаты, виноград или хурму с гранатами. Я плачу просто 100 рублей за 3 килограмма продукта. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Ну и представьте себе, если я затариваюсь всего на 500 рублей, у меня в пакетах 15 килограмм разных фруктов и овощей. Я потом тяну все это домой. К ней я прихожу примерно 2 раза в неделю. То есть на еду я реально трачу 1000 рублей в неделю. Кому интересно, напишите ниже в комментариях, я вам скину ее номер. Поговорю с ней, может она разрешит и будет вас тоже снабжать продуктами. Тоже будете экономить. Так что, друзья, если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также будьте здоровы и до новых встреч. Впереди еще очень много интересных видео. Всем пока и хорошего настроения.